Но он такой не очень большой. Вот это хана. Добрый день, здравствуйте, добрый вечер, доброе утро, дорогие наши зрители, подписчики и еще не подписчики. Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Серию мы начинаем с хутора. И первым делом, что мы сделаем, это обработаем дровник огнебиозащитой для того, чтобы можно было его покрасить и уже начать складывать сюда дрова, которых у нас тут целая куча просто. Новым зрителям и напомню нашим дорогим подписчикам, что всю эту доску я обрабатывал антисептиком. Но для того, чтобы сохранить подольше наш дровник, мы приняли такое решение обработать его еще огнебиозащитой. Оно не помешает, будет только лучше, еще продлит срок эксплуатации всей доски, и только после этого мы его покрасим. Освободили инвентарную. Сейчас размешаем. Это у нас концентрат получается. Трудно вымываемый для наружных работ. 1 к 19. Он даже тонирует древесину. Для защиты древесины от воздействия влаги и от биозаражений на срок от 20 лет. Плюс предотвращает возгорание ее.
Все, я прошелся по дровнику. Максимально его обчистил. Там опилки, что там было. Какая-нибудь там грязь, пока я его строил. И сейчас начинаем обрабатывать. И так интересно, я еще таких защит для древесины не видел. Обычно либо такого красного она цвета, либо она просто бесцветная. А тут она даже будет медового цвета, как будто бы заморили, наверное, дерево. Ну, давайте сейчас посмотрим, что получится. Десять литров мне хватило обработать полностью изнутри помещение инвентарное, изнутри сам дровник и вот эту вот стену. И вот по низу еще прошелся первым слоем, будет еще вторым слоем, когда буду обрабатывать стены. Ну вот как раз я думаю, что сейчас 5 литров мне хватит на вот эти вот 3 стенки, чтобы там не разбавлять 12, сколько там осталось, 10, чтобы не оставлять его. Я думаю, мне его хватит. И немного его останется, этого концентрата, на что-то другое. Может, еще нужно будет мне обработать. Ну и цвет его, конечно, не такой, что можно оставить его так. Просто притемнил немножко. Красить все равно нужно после такого концентрата. Как раз хватило 15 литров для того, чтобы обработать полностью дровник. Крыша, стены, изнутри все полностью. Такой запах едкий сейчас так и воняет возле него. Поэтому там ничего пока складывать не буду. Пойдем позанимаемся в доме. Есть чем заняться. Нужно перебрать инструмент, который, возможно, домой заберу. Который останется здесь. И мы его уже, может, через часик перенесем туда, в хозблок. У меня уже тут с этой комнаты такая ремонтная мастерская получилась. Наконец-то я это все отсюда вынесу, возможно, даже сегодня. Наведу здесь порядок. И, наверное, есть у меня в планах развести по дому свет. Он будет такой просто подключаться, и будет в каждой комнате будет свет, для того, чтобы можно было спокойно заниматься. Потому что сейчас наступает такой период, когда больше работ будет проходить в доме.
Бабочка еще живая. Спит, спрячем ее на печку. Там ей будет теплее. Да. Жизнь в этом доме последний раз была 10 лет назад. И вот этот вот счетчик намотал электричество 781 киловатт и отключился вот на такое вот долгое-долгое время. И это время этот дом превратило просто в непригодный для жизни. Все. Дома порядок наведен, мусор выброшен, весь инвентарь, все имущество, которое мне нужно поместить в хозблок, в помещение мое, я его сюда привез. Поэтому сейчас уже там все подсохло, мы это туда аккуратно спрячем. Время пролетело очень быстро, пока немножко почистили, покрыли биозащитой, навели в доме порядок, сложили инвентарь весь, и день заканчивается. Встретимся, друзья, уже завтра в новом дне. Перед хутором решили заехать по дороге в лес и посмотреть, что есть. И очень много сыроежек. Вот смотрите, какие красивые растут. Весь лес усыпан по дороге, как мы едем, сыроежками. Ну и начинают появляться поганки. Но грибов пока не видно. Я наткнулась на такую полянку. Видно, большие лисички вырезали. Ну, я не знаю, заберем. Они же самые вкусные, маленькие. Может, еще найдем? Я нашла одну. Тут, видишь, грибница с лисичками. Пошли, ну, грибы очень, да, много сыроежек всяких.
С решками вообще усыпан лес. Все усыпано. Ну, такая прям влажность чувствуется. Вот мы были в Пинске, тогда с бабушкой ходили. Вообще сухо. Мгм. Ну, рядом не стоит. Кажется, да? Кто молодец? Я вышла. Мы уже собрались с этого леса уходить. Мы по дороге ехали. И мы забрели в такую молоденькую совсем посадку. И мы здесь встретили таких красавцев. Я обалдею от таких грибов. Угу. Очень красивые. Вот красивее вот белого гриба, наверное, ничего нет. О, еще один. Маленький малыш. О, какой. Смотри. Ну и моя мечта найти с красными шляпами. Чуть его не съели. Где такой маленький? Там еще один. Где? Впереди. О, точно. Нашел любимые Янины грибы. Рыжик, но он почти съеден. Вот, смотри. Покажи, да. Да, кольцо Ну. рыжее. Обалдеть. Я такая радостная. Мне так нравится. А где ты там нашел? Там, ну там больше нет. Надо смотреть внимательно. Вот, да, они такое любят. Тут и польский, и маслята, и белые они нашли. Мы забрели вообще в замечательное место. Да? Я здесь нашла польский. О, ну какая ножка. О, большой, это тоже. А нет, это белый. Это не Это польский. не польский, это белый. Очень Вот красиво. польский. И земляничка. Земляники очень много здесь. Ну, Одиночные кустики такие. да. Ну, их много, но где именно ягодка есть.
Знаешь, я так понял, что один и тот же лес каждый раз встречает по-разному. Правда? Очень много ложных маслят. Вот теперь пошли ложные маслята. Он с такой же юбочкой, все. Но юбочку отдираешь, и там волнистые, как у поганки. Угу. Я не знаю. Тот лес, который в прошлый раз нам не дал грибов, в этом году, в этот раз нам дал. А этот не дал. А этот наоборот. Но я предлагаю, что мы обязаны просто посетить наш лес возле хутора. Ну да, давай Возле заедем. нашего дома. Может, мы уже наконец скоро доедем до хутора. Я думаю, что может он нас обрадует. Но мы-то насобирали все равно мы грибов. насобирали. Зачем нам много? Мы Ну, насобирали себе Так хочется. на покушать. Я уже думаю, ну все. Ну каждый раз на Я покушать уже будем там говорю, собирать. все, поехали. Может, еще там надо было лучше походить. Поехали сюда, мы сейчас тут целый кошек наберем. Ну, короче, как-то грустно. Здесь все грибы. Может, все собрали? Я не знаю. Сыроежки пошли полным ходом. Красные, белые, зеленые, всяких видов. Но мы их не собираем. Вообще, все грибы съедобные, если их правильно приготовить. Мухоморы ведь они тоже лечебные для лесных жителей. То есть каждый гриб несет за собой какую-то цель. И сыроежки съедобные. Просто мы их никогда не собирали. Дедушки, бабушки, прабабушки нас не учили их собирать. Учили собирать только вот настоящие белые подберезовики, маслята, лисички. Так и мы собираем. Ну, приехали мы на наш хутор. И в прошлом году, вот здесь мы сюда заезжали, и здесь такая поляна мухоморов была. Кто с нами с прошлого года помнит? Сейчас вообще ничего, пусто. Как такое может быть? Ну просто было устелено все. Это как было в какой-то сказке про Бабу-Ягу с кучей мухоморами. Ничего нет. И здесь вот такая, где росли эти мухоморы, здесь такой мох просто располагает к белым и к маслятам. Правда, земля и мох. Песок белый просто. Песочек такой. Ну посмотрим. Но нету мухомора. А вот, начинает расти. Мухомор? Да. Короче, сигнал о том, что прорастают мухоморы, есть, и грибы тут появились. На этом... Ого, сколько их! Да. Короче, Слышишь? согрешила. Мухоморы есть, и грибы тоже. Только начинается. А в прошлом году... Но их уже много. Я думаю, через неделю мы, когда сюда приедем, их тут будет просто усыпано ими. Но в прошлом году раньше. Ну да. Так Поэтому погода мы не сюда была подъехали, такая в я прошлом году. расстроилась. А тут, оказывается, Ой, их много мухоморов. Ой, я их уже отсюда вижу. Дальше, туда. Здесь видишь, какую бабку нашла маленькую березку? Угу. Я масленка. Угу. Очень красиво. В общем, как-то только вообще сушеный какой-то. Молоденькие начинают расти. Да, маленькие. Даже не видно, очень. что где-то кто-то тут находил, срезал. Нету ничего. Как будто бы они только начинаются здесь. Ну, видишь, какая бабка маленькая нашла? Да, Ну, березки в траве.
Вот это вот настоящие маслята. Вот. Здесь, конечно, много всяких, но это самые красивые. Мы научились отличать ложные маслята от настоящих. Вот настоящих и в ложных как бы и там есть такая пленочка снизу. Но под настоящим он такой вот красивенький, ровненький, как губка типа. А под ложным вот он. С виду практически два одинаковых гриба. Ага. Рыжик? Мы пришли Ага, рыжик. в место, где растут рыжики. Сразу же свернули, вот где мы в прошлом году собирали, и вот мы А уже вот там, смотри, большой. Это не первый рыжик? нашли. Где? Вот, Тоже рыжик? вот. вот, да. Что это? Это надо проверить. Да, рыжик. Рыжик? О, какой он огромный. Чуть-чуть съеденный, наверное. Чуть-чуть весь. Да, ну такой большой. Они так красиво растут. Их надо в мху искать. В основном. В траве. Они вылазят типа тут. Я, короче, пошел туда глубже. И походу нашел место, где олени. Брачный период у них был. Ну, у нас два момента, короче. Первый вопрос, да, пока не будем говорить, это... Смотрите, вопрос к нашим подписчикам. Где? Давайте вот это возьмем. Вот два гриба. Какой из них рыжик, а какой не... ну я уже... Который достал с корзины. Вот два одинаковых гриба. Просто. Только один не рыжик. Это рыжик. Это рыжик? Да. Так нету этой же. Ободок же, вот. Так ямочки ж нету. Ну, я не знаю. Дырочки. наверное. Так если ту ножку срежь до конца, так. Нет, я уже тут весь гриб резал. Это не рыжик, видишь? Ну, он рыжеет. Ну, это все это рыжик? Ну, да. Так мы во всех рыжиках вот такие вот дырочки внутри были. Ну и что, главное, этот... Ну это рыжик, да? Ну, Ну ладно, тогда я ошибся. ну, наверное. Но ты когда кричать начала, ну мы сейчас... Все, я уже не могу. Ты когда кричать начала, я Да, я почему-то покажу. в это же место пришли. Все, я не могу, да, я покажу. Давай. Больше. В том же месте. Сюда шли, все, не пойдем, пошли работать. Я говорю, нет, пойдем туда, где рыжики растут. Да не будет там рыжиков много. Я говорю, нет, пойдем туда, где рыжики растут. Все, кто помнит, в прошлом году, когда мы купили хутор, В этом же я месте. нашла в этом же месте большой белый гриб. Ну и, конечно, мы сейчас все в шоке. Вот я в таком шоке был просто. Мы нас просто подводили к этому. Маленький, то смотрите, что тут есть. Как его не заметили? Ты мне можешь объяснить? Не знаю. Рядом тут кто-то такую же огромную ножку срезал. Смотри, какой. Смотри. Кто молодец? Я молодец. Вот такие два у меня. Ну и малюсенький. И мы в прошлый раз ходили, я же сюда Да, тоже прибежала, да. его не было.
Мы всегда сюда идем, потому что тут, А ну в этот это раз он вообще, меня дождался на том же месте. Это же ветка. Это все. Ну, вообще. понимаешь? Вот зачем я шла сюда, а не с рыжиками. Вот это место моего гриба здесь. Второй год подряд. Это мой гриб. Это твой гриб, да? Это мой гриб. И никто ж не сорвал. Хотя тут видно, люди ходили. Сюда никто не ходит. Ты, может, Сюда я- только ты, наверное, одна ходишь. А вот туда, если мы дальше пройдемся, там пару маслят я нашел. Надо сходить. А сейчас вот там вот встретилась с каким-то мужчиной, потом ходит здесь. А вот, И я наверное, сюда он, просто наверное, сразу. оттуда и вышел из там, где гон оленей шел. Не знаю. Потому что там нарезанных много маслят было. Мой гриб. Все, я могу уже домой идти. Все, Все, все. идем заниматься. Да, я чувствовала, наверное, его. И ты мне все пошли назад. Да я знал, что ты только сюда идешь, больше никуда не идешь. Сильно? Все. Миссия моя выполнена на сегодня. Мне кажется, Я миссия его этого нашла. года выполнена Он грибного меня тоже сезона. ждал, он никому не показывался. Он ждал меня, свою хозяйку. В следующем году обязательно туда тоже пойдем и проверим это место. Да. О! А если мы сейчас ему попадемся? Вот он побежал. А если мы сейчас попадемся? Его так размыто видно, но видно. Он черный, да? Но он такой не очень большой. Вот это хана. Видели все лося? Смотри, как будто его лось облизал. Ну, они Какой? такие влажные Чё ты сегодня, польские. Переживаешь. Боишься, чтобы он сюда не пошел? Да. А ну, он не пойдет уже. Но он далеко был. Я сначала подумал, кто-то быстро идет по лесу. Потом за дерево. Так так мы опять сейчас туда проскочила. идем, куда он Подумал, побежал. как будто кто-то на велике быстро едет. А потом понял, А кто потом в понял, что лесу. это лось. Ну это лось был, большая башка очень была. По-любому лось. Слышно И какие-то он тудух. побежал туда, в сторону машины нашей. Ну и нам сейчас надо уезжать. Ну, так мы едем. А мы сейчас ходили, вот где я нашла гриб. Там очень старый лес, такой заросший. И там, получается, идет болотистая такая, ну, типа местность, ну, такое вот вообще дичь дичью. Но он выбежал оттуда. Он выбежал типа от нашего хутора, Да. как от озера. Угу. Ладно, Короче, пошли. Что, пошли. ждать его? Смотри, вот это свежие следы его. Вот он сюда бежал. А где он дальше бежал? Вот, смотри. ты представляешь, какая у него моща? Это так по лесу, вот мы шли, я думала, это так грибники собирают грибы. И очень много вот таких углублений, да. Так это вот он бежал. Я в шоке. Чем пошли? Там как раз в той стороне, куда он побежал, грибники ходят. Пошли быстрее туда. Спросим, может, они его где видели. Так, подведем итоги, чтобы вы понимали. Я сейчас уходила так, что я не видела ни одного гриба. Слово совсем. Мы быстро назад пришли. Ну да. Смотрим, мы посетили 3 леса. В 3 местах, по-моему. Самое урожайное, я считаю, это мы побыли в самом первом месте. Мы загружали в пакет. Мы нашли тут беленьких много. Таких красавцев. Чуть-чуть маслят. Но я думаю, если походили бы дольше, что-то бы еще нашли. Это там, где в прошлый раз были. Видите, совсем Ну да, тут Мало. маловато. Ни одного белого, да, мы не нашли? Бабки. нет. Ну и здесь у нас на Ну, здесь хуторе. мы побили рекорды. Вот. Таким красавчиком. Вот этого результата мы и ждали.
Вот. Вот этот белый большущий гриб, все остальное просто Вот. затмевает. Уже видишь, какие старые эти бабки. Ну, вот как-то так, покушать хватит. Поэтому, не знаю, вот где-то, как показывают в интернете, прям масштабно, что гребут кошами, ведрами, Тачками. тачками. возят. Ну, вот вы видите, мы посетили 3 разных посадки. Ну, может, в 3 нашем разных районе леса. они только начинаются. Но и мы были с вами пару дней назад в Пинске, и там 0. Там вообще Просто 0. Там сухо, а здесь идешь, у тебя галоши мокрые, ну, как бы. Только-только, возможно, начинаются маслята, вот там позади меня посадка будет, там, где много мухоморов. Но мухоморы маленькие, поэтому начинаются польские. все впереди. Польские, вот там, где мы увидели лося, но я уже Мы не всё. пошли туда. Я же говорю, все. Я как и сказала, я себе пророчила, что все, можно идти домой. Ну что он там, где за нами наблюдает? Я не знаю. Поехали на хутор, поработаем еще.
Наконец-то наступило время заменить мой краскопульт. Вот этому вот бедолаге уже сколько? Я даже не знаю, сколько мы знакомы с тобой. 10 лет. Вот этому краскопульту лет, как и компрессору. Я расщедрился себе купить новый. А этот, смотри, вообще крутой. Тут фильтр, манометр, давление даже регулировать могу видеть. Сопла разные. Сейчас вообще буду кайфовать. Этот бедолага, он был на все случаи. Я 3 машины им покрасил. Не только машины. Заборы, Заборы, все что. домики, туалеты. Все. Все полностью. Одним краскопультом. И он, это сколько лет? Он самый дешевый. Я покупал его, и вот он работает. Только чистить надо было его своевременно. И все. Я такой голодный. Вообще голодный. Очень прям. Когда заходишь в лес, всегда высасывает очень много сил. И после него закрыть хочется? Да? Не хочешь помидорки? Я боюсь. Я всегда себе говорю, мой язык мой враг. 10 лет, компрессор, один вместе с краскопультом, все. Даже внутри дровник не докрасил, сломался. Но я не знаю, как бы, есть вероятность, что провод, но я не уверен. Как-то он заглох подозрительно. Не расстраивай меня. Я сам расстраиваюсь. Ну, сейчас мы проверим. Будем надеяться. Еще 10 лет отработает, оказывается.
Я пока покрасил, ты даже тут порядок навела. Ну да, немножко пригреблась. Как раз, как я вот хотел, так у меня и получилось на сегодня. Полностью покрасили дровник, где будем складывать дрова. Теперь можно спокойно, ни от чего не зависеть. Их сюда закидывать, пилить, складывать, даже пока дровничок сам не покрашен. Но внутри я решил, пока не буду красить. Мы покрасим его везде, а внутри он сильно хорошо обработан, может смысла нету внутри его красить. Но пока я так вижу. Тут покрасили, сейчас начнем дрова складывать. Может быть, в следующий раз ты будешь его либо красить, либо нарежем дров, потом ты будешь складывать. Впрочем, в следующий раз, когда приедем, определимся дальше, что будем делать. Основная работа сделана. Теперь можно все пилить и все складывать. Дровник обработан, с ним ничего не станет. И в чем плюс? Большой слой мы краски почему не делали? Потому что и так все дерево обработано. А вот эта краска, она идет и как антисептик, и как, короче, защитный декоративный состав. Он больше у нас идет как декоративный. Хотя, вот посмотреть домик мы тоже сильно не красили, и все лето простоял, он не выцветает, ничего. Поэтому защита в любом случае есть. Все, собираемся, едем домой. Ну а охранять хутор остается дядя Вова. Мы его так прозвали. Но мы его все равно прячем. Ну да, мы его прячем. Как бы он такой яркий, еще кому-нибудь понравится. Ну, нам надо придумать. Мы думаем еще, может ему какую-то полочку тут сделать или что. Не знаю. Я хочу его как-то зафиксировать, чтобы ветер там... Хотя он достаточно большой же. Достаточно Я думаю, тяжелый. что его не сдует. Ты красавчик. Все, он поработал, пускай отдохнет чуть-чуть. Мы решили
что часть грибов белых отложим мы на суп, нам очень по душе его. Вот, а остальные мы решили сделать в казане на костре с картошечкой. Сейчас их отварим и будем готовить. Все, я помыла грибы. Тут и польские, и маслятые, и лисички, и бабки. В общем, все такое. Сейчас будем их отваривать. Я всегда отвариваю и не один раз. Поэтому каждый хозяин, и как он хочет, так он и делает. Я всегда отвариваю 2, а то даже и 3 раза. И потом еще их вот будем жарить. Для безопасности. Наша теплица после заморозков еще живая. Тут тепло, слышишь, можно сюда прийти погреться даже. Ну, еще можно собрать урожай. Помидорчики есть, огурчики даже какие-то висят, Тут перчики есть. нормально. У нас для труднодоступных мест есть чудо-приспособление. Черпак яичный. Недорого. Если кому надо. Сейчас всех будем загонять. Дедушка с бабушкой у нас уехали, поэтому курить сегодня, завтра
на нас. Все, дорогие друзья, вот на такой вкусной ноте будем заканчивать серию. Спасибо, что досмотрели ее до конца. Спасибо за ваши теплые комментарии, честные комментарии. Спасибо за подписки. Мы потихоньку развиваемся, становимся больше, семья наша становится больше, сильнее. Встретимся в новой серии. Всех любим, всех обнимаем. До новых встреч.